Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня. Здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о разнице между тремя петличками, которые я не планирую использовать, потому что я в основном использую родовские петлички. Помимо этого, две петлички от Боя были мной куплены для того, чтобы сравнить, насколько хорошо одна, вторая и третья будет работать с айфоном. Ну и теперь это микрофон Боя. Притом я бы сказал, что он по размеру как родовский микрофон. И вот так вы сможете его использовать при, опять же, съемке где-нибудь, где не особо много шума. Но шума в принципе хватает. То есть я сейчас слышу ветер слегка, который вы точно не слышите. Шум прибоя, немного электричества. Ну и все. Насколько хорошо или плохо, решать вам. По мне петличка очень даже удобная. Но насчет качества звука сейчас вы услышите роды. Ну и теперь микрофоны Rode Wireless без защиты от ветра. Я просто их также креплю в принципе на шею, как и обычный. И точнее я ими в основном и пользуюсь для обзоров. Чтобы вы понимали, вход на ролик, если вы видите камеру на основном канале Польза.нет, на любые, получается, смартфоны, пишется при использовании данного микрофона. Единственное, да, я не вижу здесь смысла ветрозащиту использовать. Вот так слышит вас собеседник в тех же условиях, либо человек, который будет вас планировать смотреть или слушать. А как вы знаете, на YouTube важнее всего звук, не картинка. И пример самого дешевого боевского микрофона, который я смог найти, беспроводного. Кстати, вот Rode как выглядит. То есть у вас две такие бандурины и еще кабель, который отдельно будет стоить примерно так же, как этот микрофон, который вы сейчас слышите. Я не скажу, что он работает плохо или хорошо, я скажу, что под разные задачи разные микрофоны, но даже потратив в 20 раз меньше, вы можете получить, в принципе, более-менее приличный звук. Но без микрофона лучший звук вы не получите. К слову, я всегда советую, если у вас есть яблоко, использовать проводную гарнитуру. Там микрофоны просто мега топовые. Не забудьте, кстати, подписаться на канал, повторяю. Ну что, никаких штативов. Вот сейчас в этих условиях, где ветер, я снимаю на iPhone. И вы слышите микрофоны, как у него родные отрабатывают. Я буду сейчас тестировать в данных условиях микрофоны родовские и остальные. И по большому счету не важно, что они обещают. Важно, как они работают, правда? Сейчас вы услышите сравнение, увидите его. Так, на родовском микрофоне я подло забыл защиту от ветра. В следующей локации вы ее увидите, услышите. Но сейчас нам не это важно. Нам важно, как далеко можно будет уйти и разговаривать с своими собеседниками. Вот я отхожу, наверное, на метров 10-15. Там как раз, где большее количество ветра. Самое шумное место, я бы сказал. Ой, еще и собаки кричат. И вот так вы сможете родовский микрофон использовать. Опять же, смысла дальше уходить не вижу. Кто-то уходит и на 100 метров, и потом общается. Но для меня, ну, это максимально высокая дальность. Разумеется, чем дешевле микро, тем эта дальность меньше. И заявленная, и реальная. Вот так примерно с родовскими микрофонами вы сможете общаться. Так, теперь боевский микрофон, тот, который подороже, разумеется, вместе с ветрозащитой. Смотрим, как далеко он сможет воспринимать все. И отмечу, что никакое ослабление, я никакие децибелы не включал. Разумеется, что при необходимости, если, допустим, очень громко все, у вас будет возможность во всех этих микрофонах настроить, опять собаки лают, настроить благополучным образом шумоподавление до какое-то количество децибел. Но сейчас такого лютого шума нет, шум прибоя, собаки, ну и где-то что-то куда-то ремонтируют, но мне кажется, вы этого не слышите. Ну, на таком расстоянии, если, опять же, микрофон справляется, для меня не актуально, что Rode, что этот. Опять же, Боя у меня проводные плохо отрабатывали. Надеюсь, что беспроводной отработал сейчас хорошо. И теперь дешевый микрофон Боя. Здесь хочу отметить, что на этом были слышны у меня перегрузы. Ничего я не буду редактировать в ролике. Может, YouTube при сжатии эти перегрузы как-то уберет, в чем я сильно сомневаюсь. Но напоминаю еще раз, повторяю, что ваш ролик — это больше информация аудио. Если люди выбирают, вы думаете по картинке, вы чуть-чуть ошибаетесь. Да, когда какие-то масштабные съемки, скорее всего. Но если вы передаете какую-то информацию из разряда коучинга, не знаю, подаете новостную информацию, вам важнее звук. Вот. Опять же, это мое мнение блогера. Смотрим, как далеко мы можем уйти, для того, чтобы здесь у нас ничего не глючило.
Опять же, ухожу на 20 метров, повторяюсь, мне этого вполне достаточно, опять же, никаких ослаблений нет, но в отличие от других смартфонов, от других микрофонов, у этого микрофона стоимость вообще копеечная, и повторяюсь, что в отличие от Рода, здесь стоит у меня ветрозащита, то есть, по идее, сейчас здесь все должно быть лучше, чем первый пример с Родом. Хотя, я честно вам скажу, я сильно сомневаюсь в этом. Ну и сейчас вы слышите родные микрофоны, в конце концов, среди концов, от Яблоко 14 Pro Max. Они у меня не великолепно работают, мне их давным-давно необходимо прочистить, но так как я все время работаю родовскими микрофонами, и это максимально неудобно, то в целом вот так вы сможете снимать себя, не используя ни петлички, ни какие-то там проводные микрофоны. И вы должны четко понимать, что это длинный обзор для меня. Почему? Потому что, чтобы выбрать родовские микрофоны, мне понадобилось 2 года. Жаба меня душила за такие деньги что-то покупать. Чтобы приобрести вот эти микрофоны от Boni, у меня все проводные от Boni работали плохо, я вам откровенно скажу. И беспроводные работают лучше. Я не знаю, почему такая беда, потому что сколько я не покупал от Boni проводов, они у меня вообще ни с чем не работали. Сейчас вы услышите пример работы микрофонов уже в этих условиях. Так, сейчас вы слышите дешевый микрофон, это Boni, самый дешевый из теста, он 2 с копейками, по идее, должен стоить, опять же, на распродажах. И насколько хорошо он справляется в данных условиях, решать вам. Ничего я специально не вырезаю, не потому что мне лень из этого ролика, а потому что вы должны слышать, что происходит при съемке одним кадром. Это очень даже полезная штука. Почему? Потому что все эти перегрузы, чавканье, не знаю, пики, они важны. Я ничего специально не настраивал. Почему? Потому что, еще раз повторяюсь, если у вас есть спецтехника, вы настроить можете что угодно, у вас есть много времени. Если вы блогер с руки, а скорее всего только такие будут приобретать подобное устройство, времени что-то настраивать у вас не будет. Вам нужно будет подключить петличку, и здесь это максимально просто и быстро. То есть петличка реально очень маленькая, очень маленький ресивер, и все мега удобно, прямо мега. Ну, как говорится, продолжение банкета. Сейчас уже у нас микрофон Boni от Boni намного дороже, в 2 раза дороже, чем дешевый. В принципе, шум примерно тот же, положение микрофона такое же, и только вам оценивать, насколько хорошо он отрабатывает. Но у меня сейчас был глюк, долго не подключался. Я говорю, весь прикол этих всех устройств дешевых в том, что по моему опыту, к сожалению, все эти аксессуары могут выходить из строя в тот момент, в который ты не ждешь. Плюс не хватает, конечно, индикации заряда в процентах. Лично мне. У вас может быть сейчас чуть-чуть другая история, но я думаю, достаточно было для определения, насколько хорошо работает данный микро. Ну и закончить бы обзор я бы хотел на вот эту космическую продукцию. Да, это родовский микрофон и, разумеется, ресивер. Он подключен через кабель длинный. Короткого варианта исполнения я и не видел, специально не вешал на него ветрозащиту. Почему? Потому что я хочу, чтобы он помучился. Из всего, что я сегодня обозревал, вот это дело самое неудобное в использовании, самое дорогое. Я повторяю, что кабель в стоимости самого дешевого микро. И в целом к Роду у меня нет претензий, потому что, опять же, ролики я записываю на 99% только за счет него. Раньше в студии у меня висел шуровский микро. Теперь я в студии просто цепляю этот род к камере Sony FX3, вы можете любой вход посмотреть, и говорю, ничего не настраивая, никак не обрабатывая. То есть в целом у меня к девайсу, к данному, претензия только одна, это конский ценник, и если вы делаете что-то домашнее, то покупать устройство по цене Pixel 6a, который сам по себе может снимать полностью видео, я не вижу смысла. Но если вы планируете делать ролики долго, то альтернатив в моем понимании нет, потому что все эти DJI по отзывам тоже не фонтан, а стоят они примерно так же, и я для себя всегда делаю выбор, это как GoPro покупать или что-то другое. К слову, на GoPro я так и не делал обзора, хотя у меня их несколько. Так вот, как в экшн-камерах нет альтернатив, так и в микрофонах. Род рулит, DJI, может быть, вы используете, но опять же, потому что у них стабилизаторы удобные. То есть ты используешь в паре стаб и микро, и тебе чуть-чуть проще. В целом, вы увидели, как все это дело может отрабатывать в подобных условиях. Надеюсь, вы поставите лайк, колокольчик, подпишитесь на телеграм-канал Скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Огромное спасибо за просмотр. Всем девайсам добра и удачи вам, дорогие друзья.